Рада приветствовать всех на канале «Жизнь женщин». Сегодня давайте поговорим о разновозрастных браках. Отношения между партнерами в парах с большой разницей в возрасте сопровождаются множеством стереотипов. От идеализации союза юных девушек со зрелыми мужчинами до осуждения содержанок, состоявшихся папиков, от идеи обучения юнца у зрелой любовницы до народных представлений о возрастных колдуньях, привораживающих молодых воздыхателей. Важен ли возраст для взаимопонимания, дружбы и секса в паре или конфликт поколений – это возрастной штамп? Такие примеры, как Брижит и Эммануэль Макрон, Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс, Алек и Хиллари Болдуин и, наконец, Максим Галкин и Алла Пугачева – это яркие примеры счастливых союзов, в которых у возлюбленных солидная разница в возрасте. Могут ли разновозрастные влюбленные прожить вместе долгую счастливую жизнь или их отношения обречены? Сегодня даже очень существенная разница в годах в отношениях перестала шокировать мир. Однако не все пары с большой разницей в возрасте живут счастливо, пока смерть не разлучит, многие влюбленные расстаются. Изучение разновозрастных пар привели ученых к выводу, что разница в возрасте между мужчиной и женщиной влияет на длительность жизни партнеров. В разновозрастных браках, когда жена старше мужа, продолжительность жизни снижается у обоих партнеров. Если в паре старше муж, большая разница в возрасте супругов способствует увеличению продолжительности жизни мужчины и уменьшению у женщины. Помимо этого, на благополучие отношений влияют психоэмоциональные факторы, например, общественное мнение, наличие общих и внебрачных детей, социальное положение. Существует ли оптимальная разница в возрасте супругов, которая гарантирует прочный союз? Сегодня есть несколько мнений. Возраст старшего партнера поделить на 2 и прибавить 7. Однако существующая формула вычисления идеального возрастного разрыва между супругами годится только для теории. Практические исследования показали, что на сайтах знакомств женщины преимущественно ищут мужчину примерно своего возраста. В то же время мужчины, независимо от собственного возраста, подыскивают для знакомства девушек в возрасте около 20 лет. В браке, в котором возраст супругов практически не отличается, с течением времени муж и жена становятся похожими не только в привычках, поведении, восприятии мира, но и внешне. Влюбленным легче найти взаимопонимание, решить жизненные задачи, построить совместный быт. Наиболее прочными оказались браки ровесников. Союзы, в которых разница у супругов 5 лет, распадаются на 18% чаще, чем союзы одновозрастных партнеров. На сегодняшний день даже в науке нет точной формулы определения идеальной разницы возраста в паре. Только сам человек, конечно, может создать преграды для гармоничных отношений. Разница в возрасте, где мужчина существенно старше. На чем строятся отношения с большой разницей в возрасте и могут ли супруги быть счастливы, если партнер старше на 10, 15, 20 или более лет? Специалисты считают, что одним из главных условий супружеского счастья в разновозрастных отношениях является сексуальная гармония, на которую влияет эмоциональная зрелость партнеров. Но если рассматривать и психологический, и физиологический аспект, то отношения с разницей в возрасте имеют множество подводных камней. Если супругов разделять 10 лет, разница в возрасте не ощущается, когда ему 30, а партнерше 20. Но когда партнеры становятся старше и жена достигает возраста 45-50 лет, сексуальные потребности одного и возможности другого могут не соответствовать. Примером счастливого брака с такой разницей в возрасте 11 лет можно назвать союз Райана Рейнольдса и Блейк Лайвли. Когда мужчина старше возлюбленной на 15 лет, женщина ищет стабильность, возможность получить опыт, который не может дать ее ровесник. Для мужчины союз с молодой партнершей – возможность внести раскованность в интимную жизнь, способ повысить самооценку и омолодиться. Пример счастливой пары – Джордж Клуни и Амаль Аламудин. Разница 17 лет. Разница в 20 и более лет
Юность, наивность и свежесть возлюбленной привлекают зрелого мужчину. Девушки находят в зрелом возлюбленном мудрость, опыт, защиту, стабильность, материальную в том числе. Слабой стороной подобных браков можно назвать различные цели, жизненные взгляды и интересы. Если партнеров связывают общие интересы или дело, брак становится только крепче и счастливее. Неверно думать, что с течением времени супруги станут несчастны. Факт молодости партнерши заставляет старшего супруга заниматься собой в любом возрасте, держать тело в тонусе. Разница в возрасте, когда женщина значительно старше. Брак, в котором женщина старше мужчины, сегодня не редкость. В таком союзе сексуальный и эмоциональный подъем длится около 3–5 лет. Когда наступает вторая фаза брака, разница в образе жизни, интересах, интимной жизни могут привести к проблемам и спровоцировать развод. Союз будет счастливым, когда партнеры любят друг друга и осознают, что им действительно необходимы эти отношения. Тогда между супругами царит стремление принести любимому человеку счастье, комфорт, покой, а разница в возрасте, даже очень существенная, супругами не ощущается. Преимущественно такие браки вступают самодостаточные, состоявшиеся и финансово независимые женщины, которые реализовали свой потенциал. Молодой партнер привлекает зрелую женщину в сексуальном плане больше, чем мужчина ее возраста. Часто женщины оказывают молодым мужьям финансовую помощь, помогают реализовывать мечты и стремления, способствуют продвижению по карьерной лестнице, подсказывают, как решить сложные ситуации. В таком браке мужчина находится в состоянии психологического комфорта, быстрее развивается, становится уверен в себе. Яркий пример – Бриджит и Эммануэль Макрон. В подобных семьях чаще всего женщина выполняет роль главы семьи. Если положение вещей устраивает обоих партнеров, то пара способна прожить счастливую и гармоничную жизнь. Но случается, что роль ученика, которая устраивала мужчину раньше, начинает его тяготить. Он взрослеет и понимает, что хочет стать главой семьи. Тогда в семье начинаются конфликты, непонимания. Женщина испытывает шок и не всегда соглашается передать главенствующую роль, стать покорной и отдать бразды правления в руки мужчины. В такой ситуации дайте мужчине больше свободы. Перестаньте его опекать. Позвольте партнеру самостоятельно делать выбор и принимать решения. Оцените его стремление взять на себя ответственность. В плане сексуальных отношений браки с разницей в возрасте развиваются очень гармонично. Жена обладает опытом и стремится к занятиям сексом, а у мужчины много сил и желания, чтобы воплотить любые ее мечты. В подобных браках женщина подсознательно ощущает страх старения и утраты внешней привлекательности. Причем сексуальность женщины не зависит от возраста, размеров, красоты или формы тела, а идет изнутри. Когда она нравится себе, ощущает свою привлекательность, то становится сексуальной и для мужчин. Возраст здесь совершенно ни при чем. Можно найти огромное количество достоинств и недостатков разновозрастного союза, но вряд ли они имеют значение для влюбленных. Практика показывает, что такие пары могут найти счастье и провести вместе жизнь, ведь цифра в паспорте не играет никакого значения, если партнеры обрели любовь. Напишите, пожалуйста, в комментариях, что вы думаете по этому поводу. И знайте, что на канале «Жизнь женщин» можно найти много интересной и полезной информации. Поэтому не забудьте подписаться и нажать на колокольчик. А я благодарю вас за внимание, лайки, репосты и отзывы. До новых выпусков. Пока-пока.